В этом видео вы узнаете о том, как контролировать мужчину в отношениях. Согласитесь, нам, женщинам, очень хочется контролировать. Давайте поговорим об этом. Мы маленькие, жизнь большая. Мы не можем контролировать людей. Согласитесь. Но очень хочется контролировать. На самом деле, частично контроль возможен. Как только вы отдаетесь жизни по полной, начинаете доверять жизни, начинаете доверять, что тот мужчина, который сейчас с вами в отношениях, это самый лучший из всех возможных. Что значит самый лучший? Не тот, который обязательно дарит цветы, машину, ухаживает и весь другой список, о чем мы мечтаем, женщины. Самый подходящий для вас. Он притянулся к вам, чтобы триггерить в вас какие-то ваши трудные места, которые здорово бы проработать в себе, чтобы ваша личность стала еще более раскрыта, гармонична и целостна. Что значит целостно? Это когда мы принимаем жизнь такой, какая она есть, согласны с ней. Попробуйте побыть в согласии, и вы почувствуете, что вроде вы все отпускаете, но оно каким-то волшебным образом начинает происходить так, как нужно. Не зря же люди медитируют так много. В этом есть доля правды. Это не обязательно добиваться состояния именно медитациями. Смысл медитации, по сути, чтобы прийти к состоянию принятия жизни. Вы можете просто выработать в себе это состояние, и вам никакие медитации тогда не понадобятся. Отключить ум в медитациях – это способ сбавить контроль, чтобы получить реальный контроль, возможный, небольшой, над жизнью. Вы можете контролировать только себя, и то частично, полностью не сможете. Если вы со мной не согласны, то попробуйте не дышать 1 час. Но вы же можете контролировать себя? Нет, час дышать не получится. Мы контролируем себя относительно, немножко контролируем, но всегда может втиснуться что-то, что рушит к чертям просто наш контроль. Например, вы очень ответственны, вам важно, чтобы все было как нужно. И вы решаете, что у вас завтра на работе супер важное совещание. Вы выспитесь, придете вовремя, все. Вот вы прям все по полочкам все разложили. Легли спать вовремя, поставили будильник вовремя. Но ребенок заболел ночью, температура. Пришлось скорую вызывать. И весь ваш контроль посыпался к чертям собачьим. Вы можете себя контролировать? Вы знаете, с чем вы столкнетесь? Или у вас, допустим, что-то случилось не с ребенком, не с другим человеком, а в пределах вашего тела, что-то вне вашего контроля. Поэтому контроль – это все иллюзия. И если стремиться действительно просто контролировать, не получится никогда, наоборот, будете шишки себе набивать. А если отдаться жизни и довериться ей, то частично контроль возможен. Как это отдаться и довериться? Принять, что многие вещи происходят вне зоны нашего контроля, и быть согласными с ними, и начать развивать свою чувственность. Чем больше мы чувствуем, тем больше мы можем именно контролировать. Ой, ух ты моя такая замечательная, ты же чего тут падаешь-то? Стоять, лампа. Фух. Так, вот пример живой. Какой к чертям контроль? Вот я сейчас пишу видео, никогда такого не было. У меня почему-то маленький ветер совсем подул, нет сильного ветра, но лампа со светом начала падать. Огромная 2-метровая лампа со светом, которая уже месяц стоит, каждое видео ровно и никогда не падает, от маленького ветра начала падать. И она нам сейчас доказывает, что контроль невозможен, мы ничего не можем контролировать. Итак, если бы я была нечувствительна сейчас, я могла бы не заметить, что ее так аккуратненько шатает, и она бы рухнула и разбилась. Но я развила в себе чувствительность. Я чувствую, как ветер сейчас обдувает мои руки, я чувствую, как волосы сюда попадают. Я не пытаюсь их контролировать, я не злюсь, что они мешают мне приходится убирать их от лица. Я отдаюсь этому всему. Но при этом я своим вниманием покрываю то, что рядом. То есть не только я здесь, но я еще и вот рядом все. И поэтому я замечаю падающую лампу. Поэтому я убираю волосы, когда они здесь, и я потом не увижу их на видео, мешающие мне смотреть на свои видео. Итого, пожалуйста, если вы правда хотите контролировать что-то, перестаньте контролировать прямо, действуйте мудро. Доверяйте жизни, благодарите жизнь, принимайте ее такая, какая она есть, и максимально развивайте свою чувствительность, восприимчивость. То, как вы слышите людей, что вы видите, как вы чувствуете телом, и
какие чувства и эмоции вы можете пропускать через свое тело. Потому что если человек заморожен эмоционально, он не может отдаться жизни по полной, и поэтому ему становится страшно, что он чувствует, что он ничего не контролирует. На самом деле вот это чувство страха, что я не могу ничего контролировать, срочно нужно начать контролировать, это от замороженности чувств. Если чувства не будут заморожены, если человек может плакать, когда ему хочется плакать, если он всегда смеется, когда ему хочется смеяться, и не стесняется смеяться при каких-то людях, если он естественный, такой живой в своей зоне чувств, ему не страшно быть без контроля, потому что вот эта чувственность, это и есть тот самый контроль. И в отношениях все то же самое с партнером, просто фокус перемещается больше на партнера. Если вам было полезно это видео, подписывайтесь на канал. Если нравится, ставьте, пожалуйста, лайки, они дают мне вашу обратную связь, и она мне ценна. Если есть вопросы, смело пишите в комментариях, потому что я читаю все ваши комментарии и отвечаю на все ваши вопросы. До встречи в новых видео. Пока!